Приветствую вас на канале Раисы Кириченко, дача, сад, огород, цветы. Сейчас очень интенсивно у нас на юге развиваются несколько разновидностей тли. И очень важно защитить от этой тли наши растения. Особенно страдает перчик. Вот только начало я уже увидела. Естественно, готовлю их к обработке, вечерней обработке. Сейчас покажу еще. Вот эту мы не видим тлю. А вот эта тля очень хорошо уже видна. Маленькое деревцо черешенки. Вот так здесь уже оккупировано верхушки вот этой тлей. 3 дня назад мы обработали часть сада препаратами, о которых я сейчас расскажу и докажу, что это хорошо. И вот уже новые листики, видите, они без различных вредителей. Здесь и клещ был, и была тля. Вот здесь нет уже ничего, растения чистые. Что мы делаем? Мы всегда используем, вот смотрите, я подготовила, это наочно, оно больше воспринимается. Чаще всего по незнанию, ну и считается по цене, хотя потом, когда сложишь это все вместе, то это дороже все равно получается. Для того, чтобы убрать любого вредителя, нам нужны инсектициды. Идете в магазин, у нас много новичков, спрашивайте инсектициды. Есть химические препараты, инсектициды, есть биологические. И смотрите, я как нарисовала вам в таком, насколько я могу, это яйцо, которое отложил вредитель. Это вот то, что уже вылупилось, маленькая тля или какая-то другая бабочка, что-то такое вылупилось. Ну, кокон нужен, если бабочка. Ну, в любом случае, принцип такой. Сначала малыш, и это потом взрослая особь, она созревает и снова же откладывает яйца, и вот так по кругу это все идет. И что получается? Итак, химические препараты. В чем их особенность? Сейчас днем очень жарко, ночью еще прохладно, но есть регионы, где очень жарко. Что получается? Я сама видела закрытый показ фильма, одна из фирм показывала, иностранные фирмы, примеры того, как вот на уровне самого препарата при разных температурах идет распад вот этих формул химических различных препаратов. Так вот, когда свыше 30 градусов, получается там 30, 35, 38, 40 распадается. И постоянно разные формулы. Но это уже не та формула, которая убивает вот этих вредителей. Кстати, сейчас я вам еще хочу сказать, что вот эти препараты работают, когда вы обрабатываете только вот на ту особь, которая вылупилась, яйцо не берет, и вот на крупные. Где-то 60-65% как снимает этих вредителей, ну, на которые попадают. Далее. Итак, вернемся к тому, что распадается после 30, у нас совсем другая формула, и мы не знаем, как она сработает. А чаще всего не сработает. Ну и уничтожает частично, то есть не все вредители, вот, то есть не всю вот эту семейку, с которой получаются вот эти вредители, которые уничтожают наши растения. И третье, время ожидания. У каждой формулы химической есть свое время ожидания. Кстати, наши любят писать на препаратах инструкцию, что там 30 дней время ожидания, 40, а в действительности за границей эти же препараты, я сама убедилась в этом, срок ожидания намного больше, в 2-3 раза больше. И там чаще все эти препараты не используются уже давно. Ну, у нас такое рассчитано на наш народ, который не понимает, не знает, поэтому вот так вот предлагают. Вот это химические препараты. И еще самое главное, я не писала. Вот эти формулы, которые изначально и которые распадают, они вызывают рак у человека. Ну, естественно, это яды и другие заболевания. Вот уже присела на химический препарат. Далее. Теперь по химическим я, по-моему, все объяснила. А теперь то, на чем мы остановились и с 2014 года активно используем. Это биологические инсектициды. Это тоже инсектицид, но это биопрепарат. Это не какое-то оружие био. Это помощники взятые. Они тут вот живут в природе, они везде есть. Но их так мало, что они не могут справиться. И попадут, не попадут они на вот этого вредителя. Поэтому специально в лабораториях они обязательно, эти лаборатории, все там по технологии делается.
размножают вот этих помощников. И получается, что, смотрите, биологический инсектицид, это вот живой какой-то маленький-маленький помощник, попадает на яйцо, начинает есть, внедряется, размножается и съедает вот это яйцо. Химический препарат никогда не мог уничтожить яйцо. Яйцо закрыто очень хорошо коркой, которая так вот все четко сделано, все обезопасено для того, чтобы потомство продолжилось. Здесь же проникает, даже внутрь проникает, съедает и яйцо погибает. Далее, если вот такая особь, биопрепарат, обычно они сосут с листьев, вот листик у нас, да, и сосут из листика сок. Мы обрабатываем этим препаратом, и обязательно мы добавляем к биопрепарату биоприлипатель. Ни в коем случае не добавляйте химический прилипатель, потому что он уничтожит этих помощников и толку не будет. Получается, что когда попадают вот эти на листики наши помощники в биоприлипатели, создается, вот видите, красивая такая корочка, блестящая. Вот это у нас мы 3 дня назад обрабатывали, как оно красиво видно, да? И вот в этой корочке сверху и внизу обрабатываем. Здесь, в этой пленочке, эти помощники живут. И определенное время при высоких температурах, вот мы исследовали, при температуре от плюс 18 до плюс 35, 10 дней спокойно живут и ожидают. Ну, естественно, если нет питания, они погибают. Если температура выше 35-40 градусов и выше, то у нас неделя срок действия вот этих живых помощников. К сожалению, сильная жара тоже их убивает. Но, по крайней мере, эти помощники не воздействуют на наш организм. Я спокойно собираю плоды, мою и ем, или листики, или что. Они просто смываются. И, кстати, нет привыкаемости у этих всех стадий этого вредителя. Ни яйцо, ни вот этот маленький, небольшой не могут привыкнуть к тому, что их съедают. А здесь идет привычка от химических препаратов. Вот почему мы выбираем биологические инсектициды для обработки всех растений, абсолютно всех растений в огороде. Вот наши помощники. Это Скарада М. Заклеила название фирмы, потому что меня обвиняют в том, что я рекламирую кого-то. Я выбрала эту фирму, и она мне помогает. Покупаю эти препараты, покупаю всегда свежие. И вот это препараты, вот Скарада М. Видите, как пишется, Скарада М. Для плодово-ягодных и картофель, и жук колорадский. И я уже соединяю эти два препарата. Сейчас свежие получила по 40 мл оба на 10 литров воды. И обязательно 15 мл тестолип, то есть прилипатель. Я его тоже готовлю по особой технологии. Все это расписано, описано на самой бутылке. Все в инструкции есть. Поэтому соединяю это все и опрыскиваем свои растения. И вот я знаю, что 2 недели при этих температурах растения будут здоровы. И все вредители, которые будут сюда попадать, если с помощью сока, вот я знаю, что вот этот вредитель вот сел, если вдруг будет прокусывать клеточку и вот эту пленочку, которую делает прилипатель, естественно, попадет сразу же внутрь этого вредителя. И попадая внутрь, как жук, мы смотрим, как колорадский жук, он съедает сутки его, там внутри размножаются вот эти помощники, и он словно лопается, вот такой надувается, как шарик становится. Вот это такая работа Скарада М. Вот это важная тема, потому что она очень сегодня актуальна. Чем обработать? Тли очень много. Колорадский жук, сейчас пойдут разные бабочки, мухи. Все это, вот я спектр всех вредителей я научилась, мне понравилось. Вот эти два вида Скарада М плюс прилипатель дают возможность нам получать экологически чистые плоды и избавляться от множества вредителей. Идеально не может быть. Они в основном справляются со своей работой. Иногда нужно снова же обрабатывать, если это жарко. Или после сильного дождя, но даже дождь, вот если тестолип есть, то и дождь не смывает. Так что мы используем вот эти препараты, вот этот прилипатель для того, чтобы удерживать свой огород, свой сад в чистоте от вредителей. Раиса Гориченко, Александр Волик подготовили это видео и ответ, чем мы
обрабатываем картофель от колорадского жука, что делаем в саду для того, чтобы избавиться от тли и других вредителей. Мы ответили на эти вопросы. Желаем вам удачи, всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.